Ну что, я в Калуге на презентации нового Eclipse с пометкой Cross. Вот такой Eclipse. Сейчас на нем мне дадут проехаться по городу. Потом мы посмотрим его снизу, сверху, сбоку. Ну, в общем, никогда не снимал обзоры, но этот придется сделать. Все-таки Eclipse как-никак. Так, ну, наконец-то мы внутри этого Eclipse Кросса. Вот наши ключики, которые, как бы, я уже утром ездил на нем, и с утра до обеда ничего не изменилось. Убрать их некуда, то есть их можно положить только в кармашек. Соответственно, на машине 2018 года почему-то не могли сделать место для ключей. А вот еще одна беда, которая мне не очень понравилась. Я не могу ниже руль опустить. То есть на себя, от себя, отлично, но ниже не могу. Вот. В целом, конечно, может, большинство людей это нравится, но мне после нормального Eclipse, а-ля спортивного, это неудобно. То есть сидишь как немножко за автобусом. Ладно, поедем, посмотрим. Куда мы поедем? Куда ходить? Ну, на самом деле, Сергей сказал, что можно проехаться. По городу я уже ездил. Он сказал, что можно где-то разогнаться по это, то есть, потому что, ну, чтобы понять хоть немножко, что он это вообще едет. А то пока ощущения, конечно, были, ну, как обычная машина, да. Даже велосипед так, наверное, потянет. А вот интересно, что его 1.5 турбо может выдать. Посмотрим, что это за машина снизу. Я думаю, вряд ли кто смотрел на нее снизу. Но пока Outlander. Вот задняя подвеска обычного полноприводного Outlander. Задний редуктор с возможностью включения двух электромуфты. Там наш моторчик 1.5 турбо. Где-то там видно небольшую турбинку в кожухе. Передняя подвесочка, обычный Макферсон. Тормозные диски. Тормозят хорошо. Резинка 18-я. Так, симпатично. Все вроде довольно качественно сделано. На винтике прикручено. В отличие от всех предыдущих Eclipse. Главное для Eclipse крюки, за которые можно тягать. Хотя этому Eclipse, наверное, это не грозит. Вот такой он, Eclipse Cross снизу. Так, ну что, заглянем под капот. Что у этой машинки? Под капотом. Как-то вот так-то все открывается. Ага. Ну вот на машине 2018 года выпуска. Чтобы поднять капот, надо поставить супер палочку. Амортизатор сделать было трудно. Да, под капотом, в общем-то, тоже Outlander. Там наша турбинка. И такой крошечный моторчик. Типа 1,5 литра турбо. Не знаю, что это за решение такое. Но кому-то показалось оно очень хорошим. И еще они этим гордятся. Ну, опять-таки, смотреть здесь больше не на что. Обычная машина. Все под кожухами. Растяжка передних стоек. Как раз от Eclipse досталась растяжка. Так вот, мы подняли эту машину, посмотрели. Внизу это Outlander. Под капотом это Outlander. Мотор, правда, совсем не Outlander, а еще меньше, но он турбовый. И сейчас мы поедем на трассу, направо? Налево. Налево. И
посмотрим его в более турбовых условиях, потому что по городу ощутить какой-то приход от турбины невозможно. То есть мы едем, в принципе, в атмосферном режиме, и не ощущается, что она что-то может тянуть. Пока ощущаются иногда небольшие затыки. То есть хочешь разогнаться, но вот небольшой дискомфорт в этот момент есть. Она что-то задумывается долю секунды. Ну, как любой турбовой машины нужны обороты. Соответственно, как бы мы сейчас проедем чуть побыстрее на дороге, которая позволяет это сделать. В городе мы нарушать не будем. Поэтому едем за город. Ну, учитывая, что мы находимся в Калуге, дорожки нам позволяют немножко оценить внедорожные качества этой машины. В целом комфортно, как любой кроссовер, абсолютно мягко и в то же время собрано. Ну, то есть ничего такого некомфортного не чувствуется. Чувствуется вполне современная машина. Я думаю, сейчас каждая машина, каждая платформа, она примерно одинакова, поэтому, учитывая, что это практически Outlander, отработанный годами, то вполне возможно, что никаких проблем здесь не должно быть. Ни с подвеской, ни с ее ходами, ни с ее комфортными качествами. Опять-таки, вот руль я привык держать вот так, да, то есть как бы я закрываю себе все приборы. Приборы маленькие. Для спортивной машины на обычном клипсе такую приборку я бы хотел бы. На кроссовере не знаю. Но если машина позиционируется как молодежная, наверное, да, наверное, там молодежи будет приятно такую иметь спортивную приборную панель. Но руль меня бесит, он жесткий, но очень красивый. Ну вот мы проезжаем кучу ям. В целом ничего не гремит, не шумит, но машина новая, на новой машине никогда ничего не гремит. Интересно, что с ней будет через 2 года. Очень хочется надеяться, что не то, что со всеми Мерседесами. Но пока мы стоим на светофоре, что можно увидеть такое? Ну, вон наклеечка музыки Rockford. На Eclipse 2005 года абсолютно такая же музыка стоит. То есть это их бренд, с которым они сотрудничают уже десяток лет. Хорошая музыка среднего уровня, звучит достойно. Я думаю, на любой машине ниже хай-класса какого-то это абсолютно идеальное решение. Я думаю, здесь колонок 8, да? Сколько ведь не меньше. Меломанские качества, конечно, оценивать не будем. Это все-таки сугубо специфические, сугубо индивидуальные параметры. Кому-то нравится одна музыка, кому-то нравится другая музыка. И как она звучит на каждой аппаратуре, это несравнимо. Поэтому пока интересно просто, что это такое Eclipse Cross и что его отличает от обычного Eclipse. Все-таки название-то одинаковое. Мне очень понравился вот этот дисплей. Конечно, о таком дисплейчике давно мечтали все владельцы Eclipse'ов. Он выезжает, заезжает, управляется с джойстика. Ну, все как должно быть на машине примерно наших годов. Ну и наконец-то это есть на машине Mitsubishi. В целом, понятно, гордость производителя за эту модель. Потому что они наконец-то здесь сделали все свои решения, которые другие марки давно уже сделали. Так, мы еще пока прямо едем? Здесь камеры какие-нибудь есть? Или у нас... Здесь где-то есть камера. Мы с номерами вообще? Да? Мы с номерами? С номерами. Так, чуть-чуть осталось как раз. Ага. Да я думаю, мы туда-обратно просто там прокатимся пару раз, поинтенсивнее разгонимся, и все будет понятно. Какое-то представление будет об этом.
На самом деле я не делал ни разу обзоров на машины. Это экспромт, и если бы это был бы не Eclipse, то я бы и не брался за это дело. Просто как бы я фанат Eclipse'ов, и сам Бог велел сделать обзор Eclipse кросса. Как бы это для всех фанатов Eclipse'ов не было печально, но вот теперь есть такой вот Eclipse кросс. И нету больше купе. А может, пока нету купе. Ну что, мы выехали за город. Здесь скоростной режим у нас побольше. Сейчас попробуем чуть поинтенсивнее поразгоняться, посмотреть ощущения. Они, конечно, чисто визуальные, чисто не совсем не объективные, без всяких цифр. Просто мы посмотрим свои ощущения от этой машины, как сравнить ее с другой. В общем, нажимаем газ в пол. 4000, 5000, 6000. Вот на 5000 она переключается. Но в целом, сколько в ней? 150 сил? 50. Ну, я думаю, как 150 сил она, конечно, едет. И пока... Здесь еще можно, да? Да, Сейчас попробуем сходу, как она побыстрее будет разгоняться. А, тут переключение на спорт режим, да? Ну, это не спорт, это задний привод. Задний или передний? Передний, по идее. Здесь назад кидается там чуть не до 90%. А, да? То есть, когда мы сейчас в поворот ходить будем, он прям чувствуется. А, поэтому там они наснимали видео, как она дрифтует? Потому что у нее перекидка момент назад? Да. Интересно. Здесь полный привод практически как на Evolution стоит. Ну, на Evolution, на... Как его называть-то? Не обидеть эвоводов. На Луховском Evolution. На настоящем True Evolution стоит чугун. Задний редуктор, который не регулируется электроникой. Ну вот мы опять интенсивно разгоняемся. Да, конечно, на трассе машина совсем другая. На трассе комфортно. Мотор работает на все свои... Вот, люк закрыли, наконец-то будет все слышно. Тормоза тоже хорошие. Вот, что-то останавливается даже. Так, куда нам? Ну, при желании можно. Пока можем развернуться, там особо много чего не надо. Если из этого что-то получится, хорошо. Не получится, ну и ладно. Ну вот, ощущение от мотора. Вот опять-таки газ в пол. Ну, понятное дело, с оборотов любой турбовый мотор набирается сразу и держит свой крутящий момент до 5000. То есть здесь приход хороший. Ну да, ну, я не знаю, как можно сказать, по ощущениям 150 сил, да, наверное, по ощущениям 150 сил. Она на них едет вполне комфортно. То есть в целом по трассе так ехать, обгонять кого-то вполне реально. Вот мы притормозили, разогнались, она опять заревела и подхватила. Ну, в целом не ах, но здорово. То есть, мои переживания, конечно, по маленькому объему, ну, оправдание есть, переживания есть. В городе, конечно, экономия будет большая, да и вообще экономия будет большая, но... Да где сейчас гонять? Везде одни камеры стоят, поэтому я думаю, это объективное решение на сегодняшний день. Ну а если завтра бензин подешевеет, что, конечно, вряд ли, но вдруг он подешевеет, тогда придется сюда ставить мотор 3.8. Это уже займемся мы. Mitsubishi будет продавать Eclipse, а мы их тюнить, как обычно. Так, что у нас есть внутри? Вот такая чашечка, ниша, куда можно складывать ключи, ну, видимо, для курящих сигареты, USB-порты для зарядок, прикуриватель, подогрев зеркал, подогрев руля, говорят, есть подогрев задних сидений, ну, передних в олдскульном виде кнопочек подогрева, переключение режима работы полного привода, управление панелью мультимедиа,
В общем, все классически. Вот руль меня бесит. Он очень красивый, но очень жесткий. Совершенно некомфортный, но красивый. Так, вот такая панель. Ну, вот такой салончик. Красивенький, кожаный. Сиденьицы. Передние. Заднее место до хренища. Педальки, правая, левая. Куча кнопочек. Так, а теперь какие здесь есть приятности? Ну вот есть такая штука, как панель навигации и проекции скорости. Вон там видно нолик. Мы стоим. Нолик. Во. Вот открытые двери у нас показывает нолик в километрах. В общем, приятная штука. Говорят, на нее выводится с смартфона навигация. Дальше. Ну, здесь карбончик. Не знаю, зачем здесь карбончик, но, видимо, потому что машина типа молодежная. Молодежь без карбона жить не может. Непонятно, почему нет карбона на панели. Ну, ладно. Зато есть вот такой джойстик, который чем-то управляет. А именно вот этой панелью. То есть по всем функциям можно бегать с джойстика. Хотя, наверное, удобнее и рукой дотянуться, но не важно. Так, теперь вот такая красота, как панорамная крыша, люк. Мелочи, но приятно. Ничего такого современного, но для Mitsubishi это уже прогресс. Так, теперь, где у нас открывается багажник? Блин, сейчас все упадет. Когда едешь и смотришь в зеркало заднего вида, то вот это заднее стекло разделено на две части. Такое ощущение, что ты видишь пол, а не низ бампера. А на самом деле это даже не низ бампера и не пол. Это крышка. Сейчас мы ее, наверное, откроем. А не, это лючок бензобака. А где же крышка открывается-то? О-о. А вот мы столкнулись с проблемой. Как открыть крышку багажника? Ну, я думаю, как минимум на ключах это и должно быть. А хрен там, на ключах тоже нету. Ну и как открывается багажник? Где? Там? Ну, лючок бензобака мы уже открыли. Место багажника. Осталось его тоже закрыть теперь. О, закрылся. Так. Ну, неужели он открывается вот здесь, и он без электромоторчиков? Вот так вот. А 18-й год на дворе. То есть, если капот открывается на палочке, то задняя дверка открывается на обычных стоечках-амортизаторах, без электромоторчиков. Это топовая конфигурация, кстати. Вот это стеклышко, которое видно. Прикольное стеклышко. Ну, вот такое. На самом деле едешь и видишь, куда упирается бампер сзади приближающейся машины. Ощущение стрёмное. Я думаю, на этом можно закончить. Для кого интересен объем багажника и
все такое. Смотрите паспортные данные. Совсем не интересный для меня параметр. Объем багажника. Я езжу на Эклипсе. Кабриолете, в котором могу перевести холодильник. Так что я думаю, в этом Эклипсе уж явно пару холодильников перевести можно будет. По крайней мере, после сегодняшнего дня я его начал называть Эклипсом, что уже прогресс. Глядишь, не только я начну его признавать за Эклипс. Но пусть Эклипс теперь будет кроссовером, что ж делать. Ну и так, вот он, Eclipse Cross. Вот он, мой первый обзор на Eclipse, наверное, последний. Eclipse больше не будет. Хотя, может, и будут, но обзоры я буду делать, наверное, только на Eclipse. Хотя, кто его знает. Может, сейчас попрет, и я начну, как и все остальные, быть автоблогером с кучей обзоров. Ой, какая машина, ой, какие в ней крутые сиденья. Ой, да посмотрите, какие у нее диски. Ну, в общем-то, как-то так. Ладно. Если обзор это хоть кому-то понравился, говорите, пишите. Мне будет очень интересно, как у меня получилось брать эту машину. Хотя, наверное, все-таки мнение о ней сложилось у меня противоречивое. Не сказать, что я чем-то недоволен. Маленький мотор, да. В целом современная машина, да. Ну, не Eclipse, тоже да. Ну и чем-то Eclipse. Наверное, по духу хотели передать дух молодежной спортивной машины. Ну вот в таком обличии кроссоверовском. Удалось это или нет, посмотрим. Все-таки люди разные. Кому-то такое нравится, кому-то нет. В общем, всем пока. Увидимся. Сергей, добрый вечер. Дорогие друзья, Сергей – это владелец легендарного автомобиля Eclipse, который стоит вот здесь. Чем отличаются эти автомобили? Но все же, для вас, самое главное отличие в новом слове Mitsubishi. Ну, вы знаете, до сегодняшнего дня я очень критично относился к Eclipse Cross, потому что все сообщество Eclipse-заводов, а таких настоящих фанатов, как и я, очень много, они не восприняли эту машину, потому что она не купе и как-то совсем отличается, да, то есть это видно невооруженным взглядом. Ну, начнем с того, что это кроссовер, как я уже сказал, это спортивные купе. Вот о том и речь, да, и как бы признать, что это Eclipse, это очень трудно. Но целый день проведя с этой машиной, в общем-то, я начал называть ее Eclipse. Ну и самое главное, у меня второй заключительный вопрос. Какие эмоции у вас были после того, как вы открываете дверь, захлопываете и понимаете, что вы только что прокатились на Eclipse Cross? Что это было за ощущение? Вот самое первое, оно обычно самое правдивое. Ну, вяло едет.